Смотри, вот здесь вот нарисована специально эмблемочка с этой стороны. Школа Михалкова. Ага. И это сейчас пойдет туда, да? Это в школу, да. Сейчас повезете. Я ходил по всевозможным так называемым олигархам, да, богатым людям, парламентским партиям, там, обращался к депутатам. Помогите, все там как-то либо говорят, что я уже помогаю по другой линии, я эту фразу выучил, хотя это всегда означает, что человек не помогает, ничего не делает, просто не хочет с этим связываться. Зима на дворе, уже похолодало, ребята говорят, что замерзаем, просто в окопах все сидят в летней одежде, весенней, осенней. И я решился, кинул клич в Фейсбуке, что давайте люди с миру по рублю соберемся. Я за 3 дня собрал эти 3 миллиона, за 3 дня. Теперь это зимние ботинки, одежда, медикаменты и продукты. Машина прилеплена, забита ими по самую крышу, позади еще грузовик. На спидометре больше 1000 километров, за спиной Нижний Новгород, впереди Луганск. Вдоль дороги поля. Еще недавно к границе по ним прорвались танки и Национальная гвардия. Нет-нет, да и торчит из земли хвост реактивного снаряда. А не боитесь, что заминировано? Ну, боимся, конечно. А вы как их пускаете? Вдруг мины? Да тут комбайн прошел. Комбайн не взорвался, людям можно. Комбайн не взорвался, значит мы тоже не должны пройти. У кукурузы есть хозяин. Фермер Андрей Шевченко изучает болванки от градов у себя под ногами. 10 тысяч квадратных метров складов разбомблено полностью. Ферма рядом, в Давайте нескольких машину сейчас километрах. можно? По ней прицельно работали минометы. Хозяин силится понять, зачем. А потому что нужно угробить экономику нашего Донбасса. Вот потому и по нам. Зерно, приготовленное для посевной, теперь под открытым небом. Техника сожжена или изуродована. Что должно было случиться с людьми, останься они тут, догадаться нетрудно. Повсюду разложившиеся трупы животных. Сразу вот лежит 3 коровы и 4 барана. У зятя в машине нашли георгиевскую ленточку. И его забрали в ДК. 3 суток пытали его. Говорили, ты сепаратист. Прострелили ногу. И собакой потом рвали эту ногу. Кровь течет, овчарка рвала. Вы как-то представляете теперь, вот после случившегося, вашу жизнь в едином государстве? Не знаю. Я над этим еще не думал. Лесник, командир штурмовой роты и депутат Народного совета, не верит фермеру Шевченко. Люди, говорит он, полностью разочаровались в предпринимателях и считают их соучастниками сегодняшней катастрофы. Пока рабочие им нужно, они там более-менее к нему относятся нормально, а потом просто плюют на него. Революционные «Кто виноват и что делать» смотрят на тебя с каждого перекрестка. Почему одни автосалоны и заправки расстреляны в прах, а другие аккуратно эвакуированы? Почему ни одно стекло не треснуло в Макдональдсе? Почему не перестал работать ломбард? Тут очень быстро понимаешь, луганский антимайдан – это не фигура речи, это тоже восстание против 20 лет деградации и засилия собственных луганских олигархов. У нас промышленность уничтожалась год за годом. Завод Ленина, аккумуляторный завод, сотый завод. Практически все заводы уничтожены, либо находятся на грани выживания. Руины луганского эмальзавода, через дорогу останки завода Пархоменко. Это сделала не артиллерия, а прежняя власть. Ее возвращение ополченцы не желают так же яростно, как и прихода киевских карателей. Все заводы, вообще инфраструктура, она разрушена. И, понимаете, а вот наши просто молодые, те, которые сейчас будут у нас в нашей молодой стране, я думаю, они, сделают все правильно. ЛНР – это еще и романтическая мечта о том, что можно устроить жизнь иначе. Но поскольку народ теперь поголовно вооружен, есть немало желающих умирать и убивать за эту идею. Не приведет ли это к анархии, конфликту между полевыми командирами, чьи представления о будущем далеко не всегда совпадают? Вот у вас двуглавый орел, я смотрю, у некоторых красная звезда. Здесь между ними нет войны? Нет, между это никакой разницы нет. Дело в том, что люди, которые раньше служили в советское время, вот, ну, они, как бы сказать, старой закалки, поэтому... Мы видим и красные флаги здесь. Красные Нет флаги, противоречия. Это может быть точка примирения в нашей истории? Это, можно сказать, даже не точка, а это продолжение истории. Луганский казак и по совместительству составитель толкового словаря великорусского языка Владимир Даль упирается взглядом в дом, ободранный шрапнелью.
С обидой за разделенную державу смотрит на заморские вывески начальник таможни Верещагин. Точнее, актер Павел Успекаев, именем которого земляки назвали Русский драматический театр. Несмотря на войну и отсутствие тепла, театр открывает новый сезон. Бейте врагов! Уничтожайте врага! Кровь за кровь, смерть за смерть! Ребята, вы слышите, как танки идут на запад? Это наши танки! Зал полон, но пуст гардероб. Холод становится для Луганска самой важной проблемой. Проблемой, у которой нет быстрых и легких решений. Не панические настроения, но все должны понимать, особенно те, кто вернулись в город, что война идет, война не закончилась, то, что сместилась линия фронта, это не значит, что здесь было так, как было полгода, сейчас так, как было полгода назад. КПП на выезде из Луганска, где летом были убиты наши товарищи Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Дорога к счастью. Город счастья, занятый Нацгвардией, это в первую очередь Счастинская ТЭЦ. Энергетики называют ее сердцем Луганской области. Необходимый городу 150 мегаватт мощности можно взять только отсюда. Ни ветка из России, ни переносные генераторы не способны решить это уравнение. Без счастинского электричества не запустить котельные. Возобновление войны с большой вероятностью добьет оставшиеся 3 блока станции и погрузит в холод и тьму всю область. Батальон «Айдар» находится на Счастинской ТЭС, постоянные диспетчера под постоянным контролем круглосуточным. То есть контролируется каждое их движение, переключение, все разговоры с диспетчерами по всей Луганской области. То есть опустить рубильник, если так говорить, могут в любой момент, да, по команде украинских батальонов. Все понимают, что на самом деле война здесь не прекращалась ни на минуту. Она продолжается и сейчас, но теперь она приобретает несколько новое гуманитарное измерение. Через неделю, через 2 недели здесь будет минус 10, а потом минус 20. Это значит, что холод, голод, а самое главное отсутствие работы станут для населения региона, может быть, еще более страшным испытанием, нежели артиллерийские или минометные обстрелы. Возможно, именно на это и делается ставка в Киеве. На территории подконтрольной Нацгвардии остались 2 из 3 питающих Луганск водозаборов. Но даже для того, чтобы пользоваться последним, нужны киловатты, а их нет. Заканчиваются реагенты для очистки воды. Нашего запаса осталось буквально на неделю гипохлорита, а на отдельных насосных мы уже перестали производить хлорирование из контейнеров по причине их отсутствия. Что это означает? Это означает, что в любой момент может быть бактериальное загрязнение. Перрон Луганского вокзала. Люди понимают, что ситуация трудная, но большинство уезжать не собирается. Уроки в луганских школах стали лишь на 10 минут короче. Народ! Поем, конечно. Где услышали звук? Народ! В середине, ты понял? Так, хорошо. Одно из тех мест, куда тепло провели в первую очередь областная клиническая больница. В соседних палатах здесь лежат и ополченцы, и раненые украинские солдаты. На 15 октября к нам поступило с минно-взрывными ранениями различной степени тяжести 669 человек. 84 человека погибли, к сожалению, находясь в отделениях нашей больницы. Боевик Нацгвардии, позывной Полтава, настоящего имени назвать не хочет. В сознание пришел недавно, отстаивает свою правоту. Пока речь не заходит о причинах войны. Раньше был Советский Союз, там было же нормально всем жить. Все были чем-то довольны, у каждого была работа. Вот я еще помню, вот у меня отец и мама ходили на работу, приносили деньги, все было нормально, все жили счастливо. Вот только развал, все, семьи начали рушиться. Ну, есть какое-то у тебя объяснение тому, почему так? Конечно, есть деньги, власть. Деньги? Конечно, и власть. Это единственное объяснение. Людей их просто обманули. То есть, обманули, да, то есть навязали какую-то, в общем-то, нацистскую идеологию. Социальные проблемы заменили национальными проблемами. Док – доброволец из Москвы. В 52 года он бросил бизнес, профессию дизайнера и приехал на Донбасс бороться с фашизмом. У меня мама воевала. Она была военным врачом. Бабушка воевала еще в гражданскую. То есть, вот я говорю, здесь как-то идет поколение. Ну, наверное, вот какая-то генетическая память, что ли. Ну вы нас балуете, ребят. Не балуем. А что это? Виксин. Для чего? От кашля. От того, что сейчас у всех есть. Да, как вот. подтверждение. И как подтверждение. Назар и его мама на интервью приезжают с передовой. Анка-пулеметчица – настоящий позывной, не шутка.
Война превратила ее из активистки антифашистского движения в закаленного бойца. Сыну 13, но он уже в 9 классе, вундеркинд поневоле. Мальчик живет в расположении батальона и оттуда ходит в школу. Так спокойнее всем. Я горжусь тем, что моя мама является ополченцем. Она мой стимул к победе. Я выражусь так. Назар не участвует в войне. Пока он считает своим оружием слово. Шелестит что-то рядом, как будто листва на ветру. Я с друзьями гулял и не думал, что скоро умру. Но проклятая мина легла где-то рядом со мной. Я упал и присыпала тело горячей землей. Разгрузив вместе с однопартийцами фуру с гуманитаркой, лимоновцы записались в интербригады почти полным составом. Захар Прилепин знакомит их с Александром Скляром. Гитара и автомат здесь уже давно идут рука об руку. А когда не будет фашистов и в помине, и к своим любимым мы придем опять. Вспомним, как на запад шли по Украине. Эти дни когда-нибудь мы будем. Берегите себя, друзья, и до встречи. Мы обязательно приедем. Спасибо, Луганск. Есть Россия, которая мощно поднимается с колен. Делает это вопреки и назло многочисленным врагам, которые не скрывают того, что им хотелось бы, чтобы Россия играла по их правилам в мире. Вот. А Россия четко говорит о том, что больше по их правилам она играть не хочет. Я, как русский человек, не могу этому факту не радоваться по-настоящему, от души. Я уверен, что историю Новороссии вот как таковой ее уже не слить, не изничтожить, не забыть. А во-вторых, я с интересом, с огромным восторгом и с затаенным оптимизмом смотрю на будущее моей государственности. Потому что Россия обладает колоссальным запасом внутренних сил для удивительных совершений. Что ждет ЛНР после выборов? Порядок или хаос? Удастся ли разрешить гуманитарный кризис, или он будет превращен в удавку на шее восставших регионов? На блокпостах и в холодных квартирах мы слышали от людей одно и то же. Они готовы терпеть, лишь бы знать, что все это не напрасно. Константин Семин, Вести недели, Луганск.